Приветствую вас на канале Техревизор. Для этого видео я отобрал 10 лучших механических клавиатур для игр, которые в 2023 и в последующие годы не будут смотреться устаревшими из-за своего дизайна или каких-то параметров. Постарался подобрать качественные за свои деньги девайсы, которые сейчас представлены на российском рынке. Ну и разбил по категориям, чтобы хоть по бюджету можно было ориентироваться. Поэтому весь топ разбит на подборку среднебюджетных до 5000 рублей, предтоповых до 10 и выделил реально дорогие клавиатуры стоимостью от 10 тысяч рублей. Взял максимально разные модели по свитчам, форматам, кейкапам и функционалу, чтобы закрыть запрос как можно большего количества геймеров. Поэтому с огромной вероятностью после просмотра этого видео вы поднимете себе парочку вариантов, а может быть даже какие-то купите. В общем, ставь лайк, подписывайся на канал и жми на колокольчик, а я начинаю со среднебюджетной подборки. Начнем с лучших механических клавиатур до 5000 рублей. Третье место в этом сегменте занимает GameBird KB G520L. Начнем чуть ли не с самого главного – переключателей. В ней стоят синие свитчи от Jishan. Их ставят в самые бюджетные механические клавиатуры. Звучат при тайпинге довольно громко и звонко, поэтому если вы любите поиграть ночью, а сожители приемлют поспать, то этот вариант так себе. Но если вы можете себе позволить шуметь, то почему бы и нет? Однако по назначению эти свитчи не то чтобы прям созданы для игр, просто отлично подойдут или для знакомства с механикой, или, например, для замены прошлой клавиатуры такого же бюджетного уровня. А так можно и играть в удовольствие, и работать с тем же текстом. Не обошлось и без подсветки. Она довольно простая. Есть 10 режимов, регулировка яркости и скорости. Клавиши подсвечиваются равномерно, символы видны хорошо. Сами же кейкапы, как и вся клавиатура, сделаны из обычного пластика. Если колпачки будут потихоньку стираться, что нормально для пластика в бюджетке, то корпус не ощущается хлипким. Чувствуется усиление, но стучать по клавиатуре все равно не рекомендую. Мало ли, контакты отвалятся и придется разбирать это дело, паять, чинить. А оно вам надо? Вы ведь поиграть на клавиатуре хотите. Если говорить о форм-факторе, то это небольшая клавиатура на 87 клавиш без нампада. Но если смотреть по габаритам, то GameBird выглядит довольно массивно. Но оно и понятно. Вон какая подставка для смартфона и планшета красуется. Кстати, вполне удобная вещь, но если вы хотите сэкономить место, то лучше отказаться от этой модели. В этом видео будут варианты и покомпактнее. Следующее, например. А так клавиатура уверенно стоит, сдвинуть с места сложно за счет резиновых ног. Вторую строчку занимает Redragon Fizz. И вот это уже очень компактная клавиатура на 61 клавишу. Нету ни нампада, ни стрелочек, ни эфок вверху. Только самое необходимое. Выглядит классно, да и места на столе много не займет. А за тактильные ощущения отвечают переключатели Autemu Brown. Это тоже недорогие свитчи, которые ставятся в бюджетные клавиатуры. Но по сравнению с синими, коричневые не звучат так звонко. У Браунов более тихое и глухое нажатие. Ну и по своему назначению они скорее тоже не игровые, а что-то между. Универсальное в общем. Но удивляет здесь другое. Наличие хот-свапа. То есть в этой реально бюджетной клавиатуре можно без труда заменить свитчи на те, которые вам понравятся больше. Вы не ограничены в выборе переключателей производителем или своими навыками пайки. Здесь все просто. Пулером достаете свитч и в гнездо устанавливаете новый. Все. И в клавиатуре бюджетного сегмента это редкая функция. Но не обошлось и без недостатков. Подсветка у этой клавиатуры скучноватая. Нет разных режимов, гибкости настройки и даже фирменного приложения. Здесь уже никаким хот-свапом не отделаешься. Придется юзать то, что есть. Парочка режимов, регулировка яркости и немного радуги. А в остальном ничего удивительного и интересного не увидел. Стандартное подключение по USB-C, обычный дешевый пластиковый корпус и ABS кейкапы. За свою стоимость это вполне неплохая механика для игр. О ней лучше узнать подробнее, если у вас в кармане на клавиатуру выделено до 3000 рублей. Первое место занимает Red Square Keyrix TKL. Тоже компактная механика. Конечно, не настолько, как прошлый Redragon. Здесь и ряд эфок есть, и полноценные стрелочки. Нампада только не завезли, то есть здесь ничего лишнего для гейминга. А отдельное удовольствие приносят механические переключатели. В бюджете до 5000 рублей есть только один вариант – Gems Sapphire.
Линейные свечи не шумят, не щелкают, плавно, упруго и быстро нажимаются, поэтому подойдут для игр. Более того, они даже неплохо так смазаны с завода, за что реально можно выразить благодарность производителю. Это же касается и стабилизаторов под длинные клавиши. Они тоже обильно смазаны, поэтому в тайпинге не слышно никакого металлического дребезга, чистое нажатие. Именно благодаря этому Red Square Kirex TKL и занял первое место. Абсолютно заслуженно. Само собой, прошлые модели от этого хуже не становятся. Просто в них не уделялось столько внимания кнопкам. Разница между Kirex и другими механиками лишь в более тихом и приятном тайпинге. Это заметно и по нажатию на кейкапы. Они здесь отлиты по технологии Double Shot и более того сделаны из ПБТ пластика. Благодаря этому срок службы увеличивается, так как не появляется раздражающих затертостей. Ну а подсвечивает все это красивое дело более продуманной и замороченной подсветкой. Есть классное ПО, там куча всяких разных функций. Описывать каждую нет смысла, все подробности и фишки можно вычитать на официальном сайте Red Square. Скажу только то, что с огромной вероятностью вы найдете там все, что вам нужно. Еще и с понятным интерфейсом не запутаетесь, поэтому развлекайтесь как хотите. Производитель очень детально все продумал, чтобы доставить вам удовольствие. И у него это получилось. Собственно, на такой клавиатуре не грех закончить среднебюджетную подборку и перейти к более интересным и дорогим моделям. Ну а теперь перейдем к механике с ценником до 10 тысяч рублей. Тут я отобрал 5 моделей. И пятое место занимает HyperX Alloy Origins. И вот это уже полноценная модель классического формата на 104 клавиши со всеми вытекающими. Габаритная, массивная и главное прочная. Все это достигается за счет одного момента, который мне зашел, это полностью алюминиевый корпус. Действительно редкость не то что в среднебюджетном сегменте, но и в предтоповом. Внизу есть прорезиненные двухуровневые ножки, но нет кабель менеджмента. Провод подключения, кстати, тоже Type-C. За счет совокупности этих факторов Alloy Origins ощущается цельной и крепкой, вызывая уверенность при использовании. Клавиатура также хороша и переключателями. Под кейкапами стоят синие свечи от HyperX. При тайпинге песка не чувствуется, но заметен звонкий звук в конце хода клавиши. Те, кому не нужен максимально тихий девайс, точно заценят такой шум. Хотя клава работает умеренно громко, так как внутри уже установлена шумоизоляция. Для окружающих она точно не покажется источником вечного раздражающего звука. Да, и стабилизаторы от Cherry хороши. Работают четко, без звона, что даже для Cherry является редкостью. К слову, сами кейкапы сделаны из тонкого ABS пластика. Не такого, конечно, как у Red Dragon или Game Bird, но если по прошлой Red Square Kirex можно ударить и с большой вероятностью ничего не сломается, то этой HyperX можно нанести неплохой урон, поэтому будьте осторожны. Зато такие колпаки позволяют дать волю подсветке. Особенно если учитывать тот факт, что сам светодиод размещен не внутри свеча, а рядом с ним, поэтому освещение получается реально достойное. Производитель предусмотрел кучу разных режимов работы и возможностей, которые удовлетворят любого человека даже с самой богатой фантазией. Делается это все в приложении HyperX Ingenuity. На четвертой строчке стоит AK5087S. Она уже не такая здоровая, как full-size клавиатура, но и не такая маленькая, как 60%. У нее 98 клавиш с верхним рядом эфок и полноразмерными стрелочками. Больше всего цепляют глаз колпачки и их дизайн. Сами кейкапы сделаны из плотного матового и крепкого пластика. Это уже не тот ABS, что у прошлого HyperX. Это уже другой уровень. Классная расцветка, из-за которой клавиатура выглядит стильно и без подсветки. Но подсветка здесь тоже есть. Яркая, цветастая, нужную атмосферу создает. Вот только сам корпус сделан из пластика. Да, это не алюминий, как у прошлой HyperX, но нужно помнить, какой это пластик. АК тоже ощущается довольно плотной и монолитной, поэтому пластиковый корпус в этом случае вообще не недостаток. Но больше всего в этой клавиатуре мне понравились свечи. Под этими красивыми кейкапами стоят не менее красивые Jelly Pink. Очень мягкие, легкие и тихие в тайпинге переключатели. И снова один из решающих моментов, который вывел АК вперед – Hot Swap. Здесь вы тоже можете с легкостью пулером снять свечи и поставить другие. Но это на случай, если вам надоест тайпинг этих розовых желешек. Но разве это не прекрасно? Чуть ли не готовая база для кастома за неплохие деньги. А прибавить ко всему этому смазку, незвенящие стабилизаторы, и получится отличный аппарат для гейминга. Единственное, не хватает шумоизоляции. Свечи хоть и не щелкают, как красные или синие, но звук удара кейкапа об плейт никуда не девался. Поэтому можно доделать клавиатуру под себя, поставить демпферные кольца, поменять свечи, да хоть скотч под кейкап наклеить, и получится реально крутой девайс.
Третье место занимает Red Square Encore. У нее внутри уже проложена шумоизоляция, которая делает клавиатуру чуть ли не беззвучной, хотя это я преувеличиваю, конечно. Но если прибавить к этому уже знакомые вам переключатели Gem Sapphire, получается действительно тихая клавиатура. Это линейные переключатели, обильно смазанные с завода, без тактильного отклика и щелчка при нажатии. Ну и плюс к тому сам корпус из пластика, а не из алюминия. Поэтому нет звонкого удара кейкапа о плату. Вот только стабилизаторы могут немного картинку подпортить со временем, но все равно не так страшно, как можно себе представить. Главное преимущество от этого не испаряется. Ну а так в целом это тоже небольшая клава на 87 кнопок. Как видите, упор на полноразмерный я не делал, но если вам нужен именно здоровый девайс на весь стол, то есть у меня один вариант, и он точно стоит вашего внимания. О нем немного позже. Это Red Square при сравнении с прошлой АКА мне понравилось еще тем, что колпаки сделаны из ПБТ пластика. Каким добротным бы ни был АБС, ПБТ просто немного лучше в эксплуатации. Покрепче будут, да и стираться дольше, не выгорают. Но не все. Тут тоже все непросто. Нужно понимать, с каким именно ПБТ или АБС пластиком дело имеем. Бывает такой ПБТ, что хуже АБС, но конкретно у этой модели и в корпусе пластик хорош, поэтому клавиатура ощущается крепкой, проходит тесты на скручивание и не ездит по столу. Как по мне, не хватает только подключения по воздуху. А то все USB да USB. Давайте посмотрим на беспроводную модель в конце концов. На втором месте стоит Keychron K8. Ее можно подключить не только по USB, но и по Bluetooth. На левой грани есть два слайдера, которые отвечают за выбор операционной системы и тип подключения. Там запутаться сложно. Но что касается автономности, в клавиатуре стоит батарейка на 4000 мАч. Это дает возможность работать по воздуху без подсветки на протяжении 240 часов. Довольно неплохо, чуть ли не 10 дней. Правда, если 24/7 сидеть с включенной подсветкой, то по заявлению производителя клава продержится минимум 72 часа, поэтому учитывайте еще и этот фактор. Только подсветка здесь не игровая. В вашем распоряжении только белое свечение, строго и сдержанно, так сказать. Но не думаю, что это большая проблема для многих, так как клавиатура и без радужных светодиодов выглядит довольно стильно. Особенно если накинуть на нее какие-нибудь кастомные кейкапы. Ну а если говорить о переключателях, то здесь можно выбрать одну из двух версий Gateron'ов – красная и коричневая. Уточню только, что коричневый немного дороже, а так, если взять версию подешевле на красных, вы получаете щелкающие свечи с отчетливым тактильным откликом и звуком нажатия. Не тихие, скажу сразу. Коричневые линейные будут немного спокойнее, равномернее и элементарно тише. Но если вас не устраивает ничего из предложенного, можно заменить на те, что понравятся вам больше. Ведь здесь производитель предусмотрел функцию хот-свапа. Поэтому в конечном итоге получается вполне приличная база для кастома. Правда, корпус сделан полностью из пластика. Не хватает какой-нибудь металлической вставочки. Ну, это уже если совсем придираться. Пластик в этой клавиатуре не только порадует и уж точно не заставит вас жалеть о покупке. Лучшей механикой в этом сегменте стала Dark Project KD87A. В ней стоят уникальные переключатели Gateron Cap Teal. Это линейные свечи с мягким, тихим и плавным ходом. Они сразу поставляются полностью смазанными. Можно свободно играть ночью и не бояться разбудить сожителей. Но что понравится каждому, так это шумоизоляция. Она гасит все лишние шумы и бренчания, которые могут возникнуть при нажатии. Даже пробел отдельно внутри зашумлен. Поэтому вся концентрация только на качественном тайпинге. Кейкапы тоже дискомфорта не доставят. Стандартные кепки из приятного на ощупь ПБТ пластика. Принт очевидно нанесен даблшотом. Подсветка ярко светит даже через толстые стенки и легко настраивается с помощью программы. Кнопки тоже программируются, все как обычно. Сам формат клавиатуры плюс-минус универсальный, 87 кнопок хватит для любых игр. Как вы заметили, Dark Project сделал упор не только на очевидные составляющие, но и на детали. Сделали ставку на максимальную концентрацию во время игры за счет неотвлекающего тайпинга, строго взрослого дизайна и простоты. В минус добавлю единственное – подключение только по кабелю. Ну никак не захотел производитель сделать хотя бы один беспроводной источник. Однако клавиатура и с этим учетом получилась реально классной. Вот такая модель и завершает подборку клавиатур стоимостью до 10 тысяч рублей. Давайте перейдем к премиум сегменту. Ну и напоследок, пара клавиатур премиум сегмента. Второе место занимает Keychron K10.
И вот это как раз полноразмерная клавиатура на все 104 клавиши. Ни больше, ни меньше. Все на своих привычных местах. Поэтому те, кому нужен именно full size со всеми его прелестями, вот, пожалуйста, отличная модель премиального уровня. Переключатели на выбор. Gateron Red, Blue или Brown. Но я остановился на Gateron Red. Смазанные с завода, легкие, с тактильным откликом свечи. В общем, стандартные качественные переключатели, к которым сложно придраться. Но если вам действительно что-то не понравится, на помощь всегда придет Hot Swap, про который здесь также не забыли. Но что мне нравится по сравнению с прошлой Keychron K8, так это RGB подсветка. Это уже не просто белые диоды, это уже яркая и веселая подсветка с множеством регулировок и настроек. Кейкапы у Keychron K10 из ABS пластика, что является одновременно и преимуществом, и недостатком. Почему недостатком? Думаю, сами понимаете. А вот преимущество заключается в том, что этот пластик не настолько плотный и толстый. Почему подсветка без труда просвечивает кепку? А то бывают такие ПБТ кейкапы, что через них элементарно свет не проходит. Но, естественно, ABS это ABS, поэтому боготворить его не стоит. Он хотя бы качественный здесь, плотный, а не какой-нибудь хлипкий китайский, да еще и вонючий. Корпус же сделан из алюминия, что тоже отличает K10 от K8. И это приятный, ощутимый своими руками апгрейд. А вот что у них общего, так это метод подключения. K10 вы тоже можете подключить и по проводу, и по Bluetooth. Слайдеры все на тех же местах, поэтому разберетесь. По итогу получается реально классная и многофункциональная клавиатура, которая прям чувствуется, что из премиум сегмента, так как все, к чему не прикоснешься, радует тактильно. Ну и первое место занимает Warmila VA87M. Скажу сразу, это не что-то подобное какой-нибудь Razer Black видов, Logitech или той же Keychron. Это чисто фанатская клавиатура, которая сначала влюбляет в себя внешним видом, а потом добивает тайпингом. Реально стильный и неповторимый дизайн кейкапов с принтом, качественно нанесенной сублимацией. Скажу сразу, радужной RGB подсветки здесь нет, но как по мне, простое белое свечение подходит клавиатуре намного сильнее, а разноцветные огни наверняка смотрелись бы не так органично, поэтому отсутствие RGB в недостатке записывать не буду. Сами кейкапы и весь корпус клавиатуры сделаны из шероховатого ПВТ пластика, повышенной износостойкости. Ведь этот красивый принт будет служить вам долго, не выгорит и не сотрется через год после покупки. Ну а внутри корпуса для лучшей прочности предусмотрена металлическая пластина. В этом плане все продумано. Под кейкапами стоят свечи, как мне кажется, самые классные, надежные, которые уже давно завоевали авторитет на рынке механики. Cherry MX Red и Cherry MX Brown. Идеальны и для игр, и для простой печати. О них даже рассказывать не нужно. Да, здесь нет функции Hot Swap, но это сугубо фанатская клавиатура. Тот, кто ее покупает, уж точно знает, что никакие переключатели не помешают ему пользоваться Warmila VA87M. Ведь здесь все удовольствие кроется именно в комплексных деталях, которые так и затягивают. Чувствуется какой-то особенный характер у клавиатуры, которого нет у всех остальных. Играя на такой Warmila, в катке вы тот, кто подошел к выбору с максимальным креативом и любовью. Но если вы за рациональное принятие решений, то без проблем выберите из тех моделей, которые я предлагал ранее. Все они достойны вашего внимания, но таких ощущений, как от Warmila, все равно ни на одной из них не получите, так как Warmila это немного больше, чем просто клавиатура. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. Стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала Техревизор.